Как я совершила роковую ошибку, это вообще уму непостижимо. Всех приветствую на канале, всех очень рада вас видеть. Сегодня у нас будет такое легкое видео. Я вам хочу показать свой вязальный процесс, рассказать о моих вязальных планах на лето и ответить на вопрос, который возник по этому пуловеру «Чайка». Мастер-класс вышел совсем недавно, ссылка на него будет в описании. И еще хочу нарваться на поздравления, потому что буквально в ближайшие дни у меня будет день рождения. Но видео, думаю, выйдет уже после дня рождения. День рождения у меня 13 мая. Кстати, многие удивляются, когда слышат такую дату. Думаю, такие говорят, вот угораздило же тебя родиться в мае, да еще 13-го. А мне очень нравится эта дата, потому что уже такая теплая, почти летняя погодка. И в этом году классная погода у нас стоит. Я думаю, будем отмечать на природе. Будет здорово. Короче, повеселимся. Давайте теперь по сути. Начну я с моего вязального процесса. Он сейчас у меня на спицах. Начала я вязать кардиган на лето. Это 100% хлопок, вот такого пудрового розового цвета. Это классический кардиган с V-образным вырезом. Будет на пуговках, с кармашками. В общем, такая универсальная вещь должна получиться, я думаю, которая подойдет к любому образу. И можно и с джинсами, и с юбкой носить, и с кроссовками, и с туфлями. Использовала пряжу 100% хлопок, это Vita Charm. Сейчас расскажу, какой казус приключился, в общем, с этим кардиганом. Как я совершила роковую ошибку, это вообще уму непостижимо. Значит, все, решилась я вязать этот кардиган, регланом сверху, все рассчитала, начала вязать. Прилично уже связала, уже и регланные линии, и подрезы. И после подреза примерно сантиметров 20, и тут, знаете... Думаю, дай-ка я примерю, что же все-таки у меня получается. Взяла, значит, примерила, смотрю на себя сзади. И я понимаю, что что-то не то. Спинка абсолютно не села. Вот эти регланные линии разбежались, что-то широко. Я даже сразу не поняла, что. Первая мысль, которая пришла, я, наверное, слишком длинные регланные линии сделала. Измеряю сантиметром, нет, все нормально. Потом беру, значит, свою тетрадку с расчетами. Сейчас вам ее покажу. И вижу там роковую ошибку. Сейчас покажу. Тут вот красным исправлено. Я когда, в общем, рассчитывала росток, вместо того, чтобы отнять петельки от спинки, я их, наоборот, туда прибавила, а спереди отняла. То есть лишние эти 8 петель. В общем, кто вязал хоть раз реглан сверху, меня поймет. Кто не вязал, у меня, кстати, на канале есть мастер-класс по расчету именно реглана. Вот здесь будет ссылочка. Можете посмотреть. Вот эти 8 петель дали мне ужасную картину. Я когда увидела это в своей потрепанной тетрадочке, страшно. Я была в шоке, пришлось распускать все до самого нуля. Да, вот такая у меня потрепанная тетрадка. В общем, она такая с котиками. Под название канала. Не знаю, почему я ею пользуюсь. Напишите в комментариях, кто-нибудь есть такой же, как я, или это я такая. Вот есть ведь у человека нормальная, красивая тетрадочка. Есть. С пружиночкой, в твердой корочке такой, как книжечка. Тут и странички цветные. Пиши не хочу, все красиво. Но нет, я знаете, как думаю. Сначала вот в своем черновичке все напишу, а потом без ошибочек, красиво, цветными ручками, маркерами все сделаю. Но тетрадка до сих пор пуста. В общем, руки до этого не доходят. Возможно, сейчас стало, кстати, гораздо меньше времени у меня на вязание. Пришлось его сократить, потому что закончился мой декретный отпуск. Я вышла на работу. Поэтому время сократилось. Может, я не успеваю. Но мне кажется, это больше я себя оправдываю. Не знаю, почему я не записываю туда. Думаю, надо взяться. Возможно, за это лето исправлюсь. Буду вести записи вот такой красивой тетрадочки. И вам показывать. В общем, на спицах у меня сейчас кардиган. Я надеюсь, что к лету он будет готов. Мастер-класс выйдет на канале. Так что, если не подписаны, подписывайтесь, чтобы не пропустить. А в планах у меня грандиозное. Я очень хочу связать спортивный костюм. И тоже спицами. Я уже подобрала пряжу. Это будет микрофибра. Тоже, кстати, розового цвета. Какое-то у меня такое романтичное настроение. Но не только розового. Это будет двойной цвет такой розовый и молочный. Я хочу помиксовать.
уже знаю, что хочу, чтобы кофточка была с замочком, с капюшоном, с кармашками. По поводу брюк пока не определилась, будут они прямые или на манжетах. Не знаю, может, вы что-нибудь посоветуете в комментариях. С удовольствием почитаю. Или, может, у вас вообще какие-то есть уже фоточки, и вы тоже уже собираетесь вязать спортивный костюм. Можете мне в соцсети покидать. Ссылочки в описании на соцсети. С удовольствием посмотрю. Так вот, а я сейчас чем занимаюсь? Помимо того, что вяжу кардиган, я, значит, изучаю особенности кроя брюк. О том, что там тоже будет у нас и росток, и ластовица, чтобы все было очень удобно, красиво. Хочу добавить не просто лицевой глади вязать, добавить узоры. Уже даже подобрала. В общем, этот план, я думаю, что к августу я его все-таки притворю в жизнь. Ну или, может, не весь, но хотя бы или брюки, или кофточка у меня будет готова. С брюками, ну, довольно-таки сложная ситуация. Мне вообще ни разу не приходилось вязать какие-то брюки или шорты. То есть это в основном плечевые изделия. Поэтому, возможно, будет задержка. Но к августу какая-то часть будет точно готова. Пока я так планирую. Все у меня на спицах, но по крючку тоже есть. Хочу я связать топ какой-то летний, ну или футболочку. Тоже из нескольких цветов. Это у меня пряжа Vita Coco. Вот у меня есть такая, основной цвет будет белый. И я хочу добавить вот такой вот беж и вот такой темный синий. Пока я подобрала пару узоров под этот топ. Ну, мастер-классы по узорам есть на канале. Ну, ссылочки кину вам в описании под видео. Может, кто-то тоже подбирает себе узор для топа, и вам понравится мое решение. Вот, в общем, можете зайти посмотреть потом в описании под видео. По крою вот определенных, говорю, предпочтений нет. Я даже не знаю, что это будет на бретельках или с рукавчиком, с коротким, или, может, с каким-то рукавчиком, ну, как типа крылышки. Пока все в раздумьях. Вот, в общем, на лето у меня планы грандиозные, учитывая сейчас количество свободного времени, которое у меня есть. Потому что я же вышла на работу, декретный отпуск мой закончился, и время на вязание пришлось тогда значительно урезать. Но я все равно не сдаюсь. Обязательно вяжу в любую свободную минутку. Поэтому в планах на лето у меня 3 летних месяца, да, и 3 вещи. Это брюки, это кофта и это топ. Ну и я, конечно, довяжу кардиган. Но думаю, что я его к лету уже сделаю. Ну или, по крайней мере, к середине июня точно будет готов. Вот, это то, что касается моих вязальных планов, моих проектов. Так, теперь по поводу вот этого пуловера вопрос. Мастер-класс-то вышел вот совсем недавно по нему, и такой вопрос появился в комментариях, что вот вы прибавки делаете только по переду и по спинке, то есть у меня по плечам прибавок нету. И девушка написала, что ей неловко, ей стягивают как бы плечи. Я вот думала, почему? Потому что я сначала тоже хотела делать прибавки как бы в 4 местах, да, по переду, по спинке и по плечам. Я думала, что я получу как бы вот такой прямой, да, прямое плечо, но вот эти прибавки, они начали мне давать какой-то взлет, то есть рукав как-то начала фалдить, не садиться. А когда я стала делать без прибавок, то у меня получился такой аккуратный плечевой скос, так все удобно село. И видите, у меня как бы здесь нету никакой стянутости. Вот все легко, свободно. Я думаю, в чем могла быть ошибка? Возможно, что сделали неправильно вырез горловины. Он должен быть похож все-таки на лодочку. Сейчас спинкой повернусь. Вот здесь видите, как бы такой треугольник, с которого мы начинаем вязание. И вот этот треугольник у нас задает как бы нашу горловину. И видите, ширина, вот сама горловина, она похожа на лодочку. Если вы сделаете слишком маленький этот треугольник, то у вас горловина будет более узкая, то есть более вот так ближе к шее. И тогда, возможно, здесь будут какие-то проблемы. Или еще какие у меня были мысли по этому поводу. Если у вас, да, большой размер, допустим, большая грудь, возможно, что будет тянуть. Но опять же, обязательно проверьте еще раз, достигли ли вы достаточной ширины кокетки. Может, кокетка все-таки еще узковатая. И обязательно, вот мне кажется, основная причина это в том, что вырез не лодочка, он близко к шее, поэтому тянет. Я вот, знаете, когда вязала тоже вот подобного кроя, топ на лето, ну, ссылку вот сюда кину на него, он тоже как бы вот с таким же плечевым скосом. И у меня вот здесь вот как бы не хотела ложиться красиво горловина. И я вот здесь делала такие сборочки, как бы обыграла, и топ стал красиво смотреться.
Но там тоже, там горловина намного меньше, она более узкая, и поэтому, я вот думаю, были проблемы. А здесь горловина пошире, и этих проблем нет. Поэтому, если вы вяжете этот пуловер, обратите внимание, чтобы вырез был вот как бы по плечам, вот как лодочка растянутый. Видите, он мне по плечам больше идет даже не в глубину, а вот по плечам именно растянутый. Ну, или, конечно, в крайнем случае можно все-таки добавить прибавки по плечевому шву, но посмотрите, как они будут ложиться. Говорю, прибавочки маленько топорщатся. Обратите внимание, может, все-таки особенности размера, потому что у меня размер достаточно небольшой, 42-й российский. Вот, в общем, напишите в комментариях, вообще вяжете ли вы этот пуловер «Чайка», нету ли у вас этой проблемы. Кстати, если будете выкладывать этот пуловер в социальные сети, добавляйте вот такой хэштег «Вяжуська от рукодельницы». Я с удовольствием посмотрю, поставлю вам лайки, обязательно напишу комментарий. Обожаю смотреть ваши работы. Ну, это, в общем-то, все, что я хотела вам сегодня рассказать. И по традиции не забывайте ставить лайк, не забывайте подписываться. Пишите ваше мнение в комментариях. До скорых встреч. Пока.